Всем привет, я Марина и с вами Школа Сукромел. Существует большое множество различных способов наращивания ногтей. Я решила их объединить в одно видео и показать 3 способа моделирования. Поехали! Перед моделированием выполняем маникюр, делаем подготовку ногтевой пластины. Мы уже зашлифовали поверхность, сняли предыдущее наращивание. Теперь выполняем маникюр, удаляем тщательно птериги и срезаем кутикулу. Вот такой у нас результат. Да, к сожалению, один ноготь пострадал, модель им сильно стукнулась, но уже все зажило, модели не больно, поэтому будем выполнять на него наращивание. Перед этим наносим подготовительные препараты. Дегидратор, если ногти у модели влажные, праймер для хорошей сцепки. Ну а также хорошее прочное базовое покрытие, которое не будет отслаиваться от твердого материала. Первый способ наращивания при помощи гелевых типс. Это специальные пластиковые типсы, имеющие гибкую контактную зону и прочный свободный край. Благодаря типсам можно очень быстро нарастить ногти. Типсы необходимо подготавливать. Обезжириваю внутреннюю поверхность, либо туда можно нанести праймер. А зону у кутикулы заматирую пилкой, чтобы не было большой ступеньки. Для постановки типс мы можем использовать специальную базу, либо кислотную, предварительно убедившись, что они будут хорошо носиться. Ставим небольшую каплю на поверхность типса, аккуратно устанавливаем под 45 градусов, опускаем, прижимаем к ногтю, и материал выливается вперед. Слегка прихватываем фонариком зону около кутикулы, затем переворачиваем палец и распределяем остатки, убирая их, чтобы не было сильной ступеньки. Минус такого способа наращивания, что он не универсален. Если ногти вверх растущие, то они такими и останутся, а на вниз растущие вообще трудно устанавливать. Скажем так, не для всех типов ногтей этот способ подходит. Ступеньки в зоне кутикулы дорабатываем твердосплавной либо алмазной насадкой. Некоторые типсы настолько прочные, что их сразу можно покрывать топом, другие требуют дополнительного нанесения материала. Мы сегодня хотим выполнить камуфлирующий оттенок, поэтому предварительно бафлю поверхность, чтобы хорошо держалась. Укрепление будем делать жидким гелем. Я еще окончательно не придавала форму и длину, сделаю это позднее. Раньше мы делали по-другому. Сначала придавали форму и длину и только затем укрепляли, и очень часто получался свободный край прозрачным. Мне этот эффект не нравится, поэтому сначала укрепила, а вот теперь при помощи твердосплавной насадки могу убирать длину, либо при помощи пилки, слегка подровнять форму. Материал выложила хорошо, поэтому остается только слегка пройтись бафом. Представляете, как это быстро и просто? Наклеил вот так гелевую типсу сверху, положил материал, вот и все, наращивание готово. Получившуюся толщину на торце слегка подпиливаю фрезой. Ну и перекрываем топом. Быстро, просто и красиво. Ну и, конечно, моя фирменная капелька, как многие скажут. Ой, все-таки она упала на перчатку. На самом деле бывает такое, не всегда мне видно сбоку кисточку во время съемки. Перекрываем изнанку для того, чтобы она не пачкалась и чтобы скрыть ступенечку, которая получилась. Второй способ – это моделирование при помощи верхних форм. Самая большая сложность – это правильно подобрать эти верхние формы. Например, если я возьму вот такую арочную форму, представлю близко к кутикуле, то она пойдет на взлет. Если сделаю с отступом, то будет щель в зоне кутикулы и материал выльется. Поэтому формы необходимо подбирать правильно, по размеру, по ширине, сильно не придавливать. В зоне кутикулы при необходимости можно обрезать. В общем, в этой технике нюансов море. И вот с первого взгляда все кажется так просто. Наносишь в эту верхнюю форму гель, отпечатываешь на ногтевую пластину, но не тут-то было. Материал может выливаться, затекать под ногтевую пластину, отслаиваться, появляются воздушные пузыри и многое другое. Для того, чтобы боковые стенки были закрыты, я сначала промазала тонким слоем геля, просушила его фонариком и только затем выкладываю основной. Отпечатываем форму на ноготь также под углом 45 градусов и придвигаем к кутикуле.
Слегка прихватываем фонариком зону около кутикулы. Прошу помочь модель. Это нужно, чтобы ваш клиент был в контакте с вами, не где-то там в телефоне сидел. Ну, либо используй портативный фонарик. Изнанку поправляю и при необходимости фиксирую. Если правильно подобрать верхние формы и выложить материал, то такой способ тоже является одним из самых быстрых в наращивании ногтей. Идеально подходит для восстановления, для поднятия клюющих ногтей. И очень часто эту технику я применяю именно на такого рода ногтях. Шлифуем поверхность, убираем некоторые затеки. Кстати, это очень частая проблема и причина будущих отслоек при моделировании на верхние формы, потому что не всегда эти затеки хорошо видно, и я предпочитаю их убирать, поэтому перед покрытием топом необходимо себя проверить на наличие ступенек. Изнутри тут выпиливать немного, потому что работала жидким гелем, он хорошо распределился, не создавая большой ступеньки, но при таком моделировании мы все равно слегка оставляем свободный край, и его необходимо зачистить для того, чтобы просто не было никакой грязи под ногтями. Ну и также перекрываем топом. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Ну и третий способ наращивания на обычные бумажные формы. Специально для этой техники выбрала указательный, потому что, как правило, он растет вниз. Самый главный плюс бумажных форм – это их универсальность. В том, что их можно подобрать под любые ногти. Широкие, вниз растущие, вверх растущие. Ведь часто бывает такое, что у одного клиента все ногти разные. Один растет вверх, другой вниз. И эта техника, она идеальна как раз для такого случая. Самая большая сложность для мастеров – это вырезка вот этого шаблона. Но поверьте, если вы раз научитесь вырезать правильно шаблоны, поймете эту схему, то потом для вас это будет просто как дважды два. Мы выкладываем сначала тонкую подложку, мы просушили гель в лампе, посмотрите после снятия формы, какая она тонкая и уже арочная. Затем выполняем основную архитектуру. Минус этой формы, что зачастую приходится опиливать поверхность и тратить на это дополнительное время. Но зато изнанка будет чистой, и нам не потребуется выпиливание изнутри. То есть каждая техника моделирования имеет ряд плюсов и минусов. И каждый мастер, исходя из случая, подбирает, в какой технике необходимо работать. Считаю, что мастер должен быть универсалом, уметь работать в различных техниках и применять их, исходя из ситуации. Вот, например, такая ситуация, как с безымянным пальцем. Мы тут не могли выполнить моделирование при помощи гелевых типс или при помощи верхних форм, потому что материал бы сконтактировал с кожей. Поэтому я правильно вырезала форму, асимметрично, подставила ее. Сначала выложила язычок и затем уже выполняю моделирование длины. Конечно, мы в таком случае не делаем большую длину, не длиннее, чем ее натуральное ногтевое ложе. Чуть позже мы еще уберем побольше длины, и останется уже такая носибельная. Также выполняем архитектуру, все по правилам моделирования, наибольшее количество материала на стрессовой зоне, чтобы модель теперь уж точно их не сломала, потому что до этого были длинные ногти, и она просто им куда-то впечаталась хорошенько. Если бы модели было больно, если бы была бы открыта рана, вдруг кровь, то, конечно, я бы не наращивала и отправила ее так, просто погулять с этим ногтем, восстановить его. Но поскольку не было никаких неприятных ощущений, уже кожа восстановилась, поэтому приняла решение все-таки нарастить и показать вам все возможности моделирования на нижние формы. Опиливаем поверхность, шлифуем ее и также покрываем топом. У нас получается красивая архитектура. Давайте посмотрим на ногти и сравним их. На самом деле они не сильно отличаются друг от друга. Арки тоже везде красивые. На среднем все-таки изнанка не такая идеальная, а на указательном, несмотря на наличие гипонихия, ступеньки нет. Делитесь в комментариях, какой из способов наращивания нравится вам больше всего. Подписывайтесь на канал, смотрите другие полезные видео. Всем успехов! Пока-пока!